Самая массовая атака беспилотников на Крым. Жены мобилизованных угрожают Путину. 3 года есть у Польши на подготовку к российскому вторжению. Во всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Румыния и Болгария требуют забрать их в Шенген. Австрийский министр внутренних дел наносит ущерб Австрии на многих уровнях. Количество дезертиров в российской армии неуклонно растет. А что ж случилось? Слишком долго уже все идет, слишком долго они находятся на войне. Президент Евросовета прерывает свою поездку в Китай и срочно возвращается успокаивать Орбана. Я уверяю, что мы по-прежнему стремимся к диалогу, и я обязательно обращусь к Петру Сиярту. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно, ведь тогда это видео посмотрит больше людей. Самая массовая атака беспилотников на оккупированный Крым с конца лета. Всего российская Минобороны сообщает о ликвидации 41 дрона. 26 они якобы сбили и 15 перехватили. По данным российского Минобороны никто не пострадал, ничего не пострадало. По данным украинских медиа, беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему «Небо-М», стоянку вертолетов, радиолокационную систему «Терек» и систему управления зенитно-ракетных подразделений. Еще СБУ совместно с ГУР уничтожили морской нефтяной терминал в Феодосии. По крайней мере, об этом пишут украинские медиа. Там находилось около 30 резервуаров с топливом. О последствиях и повреждениях не говорят. Жены путинских мобилизованных пишут жалобы и надеются, что их озвучат на так называемой прямой линии с президентом РФ, которая пройдет 14 декабря. К примеру, так сделали 30 участниц самарского чата «Путь домой». Они пишут про отсутствие у мобилизованных отпусков, сложную процедуру выплат за ранения и так далее. Они грозятся писать смски на прямую линию каждый день, пока их не услышат. Испугается ли жен мобилизованных Путин? Первые жены, которых он испугался в самом начале своего правления, это жены моряков Курска, которые на него произвели неизгладимое впечатление, поэтому жен он боялся всегда. А другое дело, что до последнего времени удавалось как-то купировать это, и удалось подсадных жен демонстрировать, у которых все хорошо, у которых все правильно, которые удовлетворены происходящим. А это вдруг активно стали, просто уже, что называется, не могли терпеть. Да? Понятное дело, что среди жен разные настроения. Там есть люди, которые были изначально против войны, есть люди, которые считали, надо же. Но слишком долго уже все идет, слишком долго они находятся на войне, и поэтому сейчас в этом стремлении вернуть их домой любой ценой, и они объединились. Издание «Важные истории» пишут, что мобилизованные более 10 месяцев живут в окопах в 700 метрах от Авдеевки и спешат взять город как можно быстрее. Раненых приказали лечить прямо в окопах. 25. И у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние долечивались уже в окопах. ДНРовских вообще не жалеют, собирают остатки и опять в штурм. Торопятся, пока украинцы в раздрае. Гонят к прямой линии и Новому году. Результат нужен какой-то. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку. И дальше переговоры. И поэтому в том числе растет количество дезертиров, как непосредственно на фронте, так и в тылу россиян. Очевидно, что люди отчаиваются, что эта война закончится в обозримом каком-то будущем, ждать нечего, ротации ждать тоже не приходится. И вот действительно, если мы в апреле фиксировали всего 3% обращений к нам, связанных с дезертирством, остальные были связаны с отсрочками от армии, помочь тем людям, которые еще находятся на гражданке, то в сентябре таких людей было уже 11%, а в октябре 18%. То есть вот такой вот неуклонный рост действительно числа обращений.
Президент Европейского совета был вынужден прервать поездку в Китай из-за угроз Орбана сорвать саммит лидеров ЕС. Все дело в том, что премьер-министр Венгрии написал письмо Шарлю Мишелю, в котором призвал снять с повестки дня вопросы принятия Украины в ЕС, чтобы их не рассматривали на встрече лидеров государств блока. Я со всем уважением призываю вас не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу. Издание «Политика» пишет о том, что Шарль Мишель теперь вернется в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с европейскими лидерами по поводу дальнейших действий. Венгерское правительство, к тому же, отменило переговоры с Украиной. Перед саммитом ЕС Киев инициировал такие переговоры по поводу закона о нацменьшинствах, который так не нравится венгерскому правительству. Но Петер Сиярто, министр иностранных дел страны, все чаще стал жаловаться на проблемы в коммуникации с Украиной. И сам сообщил о том, что переговоры отменены в Инстаграм. В пятницу я получил запрос на беседу с вице-премьер-министром Украины. Я сказал, что буду очень рад. У меня была назначена встреча, но ее отменили. Был разговор о приеме главы Офиса президента Украины. Я сказал, что буду очень рад, но и это отменили. Итак, при таком поведении, какова будет перспектива встречи высших лидеров двух стран? Киев действительно инициировал как минимум одну из этих встреч, об этом пишет «Европейская правда». Но украинский вице-премьер попросила о переносе из-за окончательной доработки законопроекта о нацменьшинствах. Я уверяю, что мы по-прежнему стремимся к диалогу, и я обязательно обращусь к Петру Сиярто, чтобы договориться о разговоре в начале следующей недели, как только будет понятно, что проголосует парламент. Акция протеста перед заседанием Совета министров внутренних дел Европейского Союза в Вене прошла мирно и немногочисленно. Политики из австрийской либеральной партии «Неос» вместе с политиками из Румынии и Болгарии провели акцию протеста за прекращение шенгенской блокады. Все дело в том, что на присоединение этих двух стран к зоне, свободной от пограничного контроля, то есть к шенгенской зоне, наложено вето. Я думаю, что это очень важно и совершенно правильно здесь написано. Это шенгеновское вето вредит Австрии. Австрийский министр внутренних дел наносит ущерб Австрии на многих уровнях. У меня было много разговоров на эту тему. И я только что разговаривал с другим румынским членом парламента. У Польши есть 3 года на подготовку к российскому вторжению. Об этом говорит глава Бюро национальной безопасности Польши. Российский оборонпром работает в 3 смены и поэтому может возобновить свои возможности, мощности и ресурсы как раз за это время. Этот анализ совпадает с американскими исследованиями, однако, мне кажется, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, 3-летний временной горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который был бы четким сигналом для сдерживания от агрессии. Израильская армия предлагает затопить туннели группировки Хамас. Об этом пишет The Wall Street Journal. Для этого они установили насосную систему, мощности которой позволяют затопить подземные проходы и вытеснить из них боевиков Хамас. Такая система может заполнить туннели за несколько недель. Точных данных о системе туннелей нет. В 2021 году один из лидеров Хамас заявил, что общая их протяженность около 500 километров. Израильские войска называют эту систему «метро Газы».
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. И не забывайте подписываться на канал, это очень важно, ну и совсем не сложно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.